Смотри. Ой, это Ну что, открываем? Еще не открывал. Давай. Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро, выходной день. И как вы видите, нам дома не сидится, и мы выбрались на подводный поиск с металлоискателем. Еще раннее утро, солнышко только-только поднялось из-за горизонта. И посмотрите, друзья, мы находимся по центру озера. Но как вы уже обратили внимание, я здесь стою. Стою я здесь приблизительно по колено. И особенность этого озера, что здесь вот так вот по центру расположен такой некий подводный островок. Здесь приблизительно самая такая мелкая глубина, это как раз таки по колено, но весь этот островок огражден от берега очень большой глубиной. Но смысл в чем, друзья? Приезжая сюда периодически отдыхать, мы наблюдали такую тенденцию, что здесь обычно скапливается очень много молодежи. Они переплывают сюда на досках, кто-то на матрасике, кто-то просто вплавь, берут с собой мячи, доски, прыгают, отдыхают, развлекаются. И я так подумал, что если до меня еще никто не додумался сюда приплыть на доске, вот так вот пораньше с утра, чтобы никому не мешать, и попробовать здесь поискать с металлоискателем, то здесь по-любому должно быть много находок, так как ювелирка всегда у всех, как вы знаете, с собой, бьют по мячу, кидают тарелку, и, возможно, здесь будет очень много находок. Возможно, если до меня здесь никто не был. Поэтому, друзья, не затягиваем. Сегодня мы будем использовать подводную систему NEMA от фирмы Blue 3 и подготавливаемся к подводному поиску. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к подводному погружению, к подводным поискам. Пойду набивать сокровищами свою хабарницу. У кого еще такой нету счастливой хабарницы, переходите по QR-коду, который появится на экране, заказывайте, а также ссылочку оставлю в комментариях. Все, друзья, мне удачи, жена забирает микрофон. Все, погнал! Друзья, я еще раз рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется NEMA от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения – это женская заколка-невидимка. Долго ждать не пришлось, и буквально через 15 минут нам попадается первая находка в виде ювелирного изделия – красивая женская серьга, украшенная огромным блестящим камушком. К сожалению, бижутерия.
Следующая находка очень порадовала, и нам попадается красивое серебряное кольцо 925 пробы. Зачет. На этот раз попадается красивая подвеска с изображением ангела. К сожалению, снова бижутерия. Следующая находка снова порадовала, и нам попадается серебряный браслет на руку с награвированным именем Эльке. Окаменелая серебряная цепочка, посмотри. Подплывая, то я намучу, пока буду идти. Окаменелая, вы видите, друзья? А это говорит о том, что, возможно, здесь до меня никто не был. Потому что она была бы еще новенькая. Ну, то есть люди мимо серебряной цепочки даже с плохим металлодетектором не пройдут. Смотри, Так, видишь? Окаменелая. Видно? да. Это очень хороший знак. И вот, смотри, между прочим, серебряное кольцо, сережка, невидимочка, патрон, пуля. И вот еще одно серебро. Есть результат, я же говорил. Погнал дальше. Класс. На этот раз попадается хоть и маленькое, но серебряное и очень красивое кольцо, украшенное черным камушком. Отличная находка. Следующая находка – красивая женская серьга. К сожалению, бижутерия.
На этот раз попадается снова женская серьга, но теперь уже в виде маленькой звезды. Попадается огромная монета Германии 5 марок 1976 года. Во время обнаружения следующей находки я очень обрадовался, так как изначально подумал, что это огромное серебряное кольцо. Но взяв его в руки и изучив повнимательнее, понял, к сожалению, это бижутерия. Следующая находка – красивая серебряная женская серьга 925 пробы. На этот раз попадается красивая женская заколка. Следующая находка снова очень маленькая, но тем не менее серебряное кольцо.
Слушай, ну даже пятаки, смотри, пятаки лезут. Раз пятак, два пятак там есть. Смотри, у меня уже полная хабарница. Что там такое большое было? Классно. Есть находки. Как жарко. Ну-ка, сколько температура? О, кстати, да, мы не показали. Я представляю, что температура тут, наверное, Ну-ка. 24. Ой. О, да, видно. Все, погнал дальше. На этот раз находка снова удивила, и нам попадается огромный красивый женский браслет, и судя по некоторым уже выпавшим камушкам, пролежал он здесь довольно-таки долго. Находка супер. Чего пугаешь? Да, О, браслетик в хабарницу такой не влезет. ого, какой. И тоже очень старенький. Ничего Все, погнал себе. дальше. Круто. Какой интересный. Вот тут вывалилось что-то. Интересненький. Да, друзья, никогда не знаешь, что скрыто на дне озера, но на этот раз нам попадается гусиное яйцо. Честно говоря, я вообще не понимаю, как оно здесь оказалось. Страусиное яйцо. Так, сейчас. Вон, ты, Милена, достанешь? Нет, не достанешь. Нет. Так, сейчас я буду в рюкзак, чтобы не намочить там все. Оба! Ух ты! Смотри, Милен. Ну, а подруга, она тяжелая. Только не разбей. Там цыпленок уже. Вот это находка. Классная находка. Рассмотрели яичко? Оно тяжелое. Не вздумайте его ломать, там внутри протухшее будет. Потом не отмоетесь. Ладно, мы его туда положим, на островочек. Пусть лежит, кто-нибудь съест его. Судя по всему, сегодня день маленьких серебряных колец, и на этот раз нам попадается очередное, очень тоненькое и маленькое, но серебряное, да к тому же очень красивое, украшенное черным камушком серебряное кольцо. Зачет.
Следующая находка, честно говоря, слегка шокировала. И нам попадается смартфон Redmi Xiaomi. Снимай. Что-то интересное. Смотри. Ой, это Ну что, открываем? Еще не открывал. Давай. Так, стой, я тебе- Хопа. Ох, карточка есть. Можем вернуть. Ух ты. Сможем вернуть. Не будем доставать, не будем светить имена. Недавно потеряны. Какой-то 108 мегапикселей. Ну все, карточка есть. Сможем вернуть. Банковская. Ура! Зачет, друзья, вернем человеку. Супер. Все, куда-нибудь клади, погнал дальше. Давай. Супер. Друзья, как оказалось, история с телефоном на этом не закончилась. Я погрузился в воду, и вы только посмотрите, что я нашел следующим сигналом. Да, друзья, в это трудно поверить, но нам попадается уже второй смартфон подряд, и на этот раз Samsung. Скорее всего, оба телефона были потеряны одновременно, возможно, кто-то перевернулся на SAP-доске или попал в какую-то похожую ситуацию. Смотри, Да ладно. что показывает. Только что один телефон. Заныриваю, следующий сигнал Samsung. Ай, ё-моё. Samsung. Ты как так-то? Но, кстати, под чехлом может быть карточка. О, смотри, какие-то номера. Ну супер, смотри, два телефона. Два телефона просто подряд, два сигнала подряд. Все, И совсем рядышком? Может, третий будет. Может быть. Озеро не переставало радовать своими сокровищами. И на этот раз нам попадается красивая серебряная подвеска, знак зодиака Близнецы, 835-я проба. А вслед за серебряной подвеской нам попадается еще одно серебро, но на этот раз очень красивое кольцо 925-й пробы. Следующая находка – красивое кольцо-печатка, но на этот раз бижутерия, сделанная из алюминия. На этот раз попадается огромная красивая женская серьга, но, к сожалению, снова бижутерия.
А вот это именно то, что мы ищем. И нам попадается очередное серебряное кольцо 925 пробы. Зачет. Заключительная находка сегодняшнего погружения – серебряная цепочка. Отличное завершение нашего поиска. Пора всплывать. Ну что, друзья, считаю, что хватит. 2 батарейки искатал. Все 2. У меня уже хабарница еле закрывалась под конец. Смотри. Полностью целая. Ничего себе, вот это Полностью целая. Сейчас Вау. поплывем туда, на центральный берег. Все красивенько разложим. Немножечко отдохнем. И уже покажем, что удалось найти. Но находок очень много. Все, погнали. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, накайфовались. Очень сегодня опять понравилось. Теплая вода, шикарная природа. Вы посмотрите, какие здесь лилии везде вокруг. Птички, лягушки квакают. Просто супер. Спрятались вот так вот немножечко в тенечек. Что могу сказать, друзья? По находкам сегодня очень даже неплохо. Посмотрите, вот так вот все красивенько разложили. Вы просто обратите внимание, сколько марок. Это, наверное, первый раз, что у нас ходячек намного меньше, чем марок. Посмотрите, тут пятаки, раз, пятак, 2, 3, 4, 5, двоечки, раз, 2, 3. Ну, короче, тут не сосчитаешь, очень много. И вот столько только ходячек. Ладненько, друзья, начнем, как всегда, по драг-материалу. Вот это вот все, это серебро. То есть вот раз серебряное кольцо, вот такое я буду сюда вот так вот складывать. Второе серебряное кольцо. Это все надо чистить. Ну, конечно, вы уже фотографии видели, а мы еще нет. Приеду домой, буду все чистить. Очень интересно. Вон там пробы снизу, тяжеленькое. Второе кольцо. Третье кольцо, вот такое вот красивое, с такими вот вкраплениями, да, какими-то сине-белыми. Так, дальше. Четвертое кольцо. Вот с маленьким ониксом по центру. Потом пятое колечко вот такое вот интересное. И тоже с маленьким ониксом. Ну, оникс, не знаю, эти черные камушки. Потом у нас идет, сережка вот такая вот, тоже серебро. Потом вот такая вот подвесочка, близнецы. Дальше у нас идет вот такой браслетик на руку. Тоже надо чистить, все смотреть. И вот такая вот цепочка, друзья. Тоже вся уже окаменелая. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аж 9 серебра. Вот столько вот бижутерии, друзья. Вот такая вот штучка какая-то. Видите, там ангелочек. Но это даже не серебро, по-моему. Потом вот такое вот колечко здоровенное. Тоже... О, смотрите, а там еще одно кольцо внутри. Ого. Ну, я его, кстати, находил, я помню, под водой. Просто в хабарнице так залезла. Но это тоже бижутерия. Так, хопа. И вот такое вот кольцо. Тоже это то ли медь, то ли нержавеющая сталь. Ну, не. Если бы нержавеющая сталь была, не было бы вот такой вот коррозии. Наверное, медь какая-то опыленная. Раз колечко, вот такой вот образочек какой-то. Вот такое вот кольцо. Вот такое вот маленькое. Это вообще какая-то шайбочка, не знаю. Потом вот такое вот, я не знаю, ну что это такое, сережка, да, сережка, тоже бижутерия. Браслетик вот такой, посмотрите, пару камушек выпало, и тут тоже. В общем, вот такие вот камушки и вот такой вот браслетик женский. Дальше вот такая вот сережка с большим камнем, розовым, очень красивая. Вот такая вот заколочка, друзья, сине-черная, она была под водой, а сейчас какая-то черненькая. Невидимочка попалась. Вот такое вот кольцо, печатка, но это алюминий, легкая, вообще ничего не весит. Еще одна сережка и вот такая звезда, друзья, звездочка. Все, да, бижутерию тоже показал. Что у нас еще? Грузила, вот таких 1, 2, 3, какие-то пульки, шмульки, 2 телефона, друзья.
Вот этот телефон свяжемся, потому что есть банковская карточка, мы уже посмотрели, имя, фамилия есть, можно будет человека найти, ну отдать, сказать хотя бы, что нашли, может ему будет приятно. И вот такой вот Samsung. К сожалению, тут уже без шансов, потому что никаких карточек, ничего нету. 2 телефона. Вот такие вот находки. Считаю, что свои сокровища, друзья, мы нашли сегодня, а главное, провели очень хорошо полдня. Я считаю, что просто большой зачет. Так что вот, друзья, будем заканчивать свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Не забывайте, да, включить колокольчик, чтобы не пропускать наши последующие видео. Мы поедем домой на Y5. Опа! Оп! Всем пока! Пока-пока. Пока. Пока-пока, друзья! Пока.